Привет, друзья! Давно я что-то не записывал никаких видео. Не записывал их, потому что я торгую сейчас фьючерсы плюс опционы. Подробности рассказывать не буду, как это для внутреннего пользования, поэтому мне там теханализ как таковой не сильно важен. Но все равно по привычке что-то рисую и, наверное, с вами поделюсь. Да. Что у нас происходит, собственно говоря, на рынке? Давайте с биткоина начнем. Была интересная вот ситуация. Несколько дней, вот смотрите, 4-часовик мы смотрим, да, там был треугольник, мы рисовали. Да, посмотрите вот на эти хвосты. Это просто пипец. То есть сюда в лонг заходили какие-то объемы, видимо, да, на продолжение. Вот этот хай был поставлен на Азии. Обычно американцы как бы его перебивают. И все, видимо, как бы бросились заходить в лонги. Ну, у нас была поддержка. Ну, сначала треугольник выглядел немного иначе. Ну, то есть не плоское дно было. Да, а выглядел он изначально вот что-то такое. Да, пока мы вот вниз ушли, здесь ликвидность собрали, да, здесь как бы все собрались уже заходить в шорт. Да, их вынесли вверх. Вверх тоже вынесли кого-то, да, и здесь шли продажи. Честно сказать, я вчера тоже в лонг зашел вот здесь, потому что смотрю, ну, а вдруг, ну, с целью 123. Ну, я закрыл фьючер без убыток, и единственное, я пожалел, что я закрыл опцион. Потому что если бы я его не закрыл, условно, мне бы насыпало довольно-таки прилично за ночь. Что мы имеем сейчас? Я думаю, что у нас зона первая вот подбора, ну, 111 300 я как бы буду здесь подбирать. Вторая зона это там район 106-107. Да, единственное, я что-то не помню, что я здесь рисовал. Это у нас там очередной какой-то клин был. Ну, вот как-то так. Ну, 110 еще. 110 у нас, если на дневку посмотреть, то 110. Но я думаю, что начнутся покупки откуда-то отсюда. Здесь как раз на Америке, на СМЕ еще гэп какой-то есть. Как раз. Не в этой зоне, он там пораньше, там 114, по-моему. Сейчас посмотрим. Здесь опять же сейчас какая ситуация, да? Это было поставлено на Азии. И я думаю, что мы сейчас пойдем выбивать, кто здесь набился с утра. Кстати, для тех, кто не в курсе, если кто-то замечал, да, допустим, между 10 и 11 есть движения. Большие бывают. Это из-за того, что в 11 часов происходит экспирация опционов. И давайте по биткоину, в принципе, все понятно, я думаю, что. Можем ли мы сейчас пойти на перехай? Ну, наверное, можно, но я не буду сейчас брать позиции в пятницу вечер. Что-то я сильно сомневаюсь, что мы сейчас сюда уйдем, а там выходные, низкая волатильность, как бы не очень хочется. Ну, тем более вот здесь, как бы, да, будут добирать. Сейчас текущих. Я утром пытался, но меня по безубытку выбило. Утром я брал здесь лонг. Ну, соответственно, не зафиксил его и меня выбило. Так, ну и вот, что я рассказывал-то. Вчера инцидент приключился. У меня здесь была ликвидация. Не здесь, а вот здесь вот. Да, по 3505. Хоть 3505 и не было, ну, как бы фьючерсную ногу мне ликвиднуло. Да, а опцион
был рассчитан, что он как бы даст условно то, что я теряю во фьючах на 3500. И вот смотрите, в 10 часов мы резко возвращаемся. И считай, что в 11 мы уже там на 3600. Это я к чему, что опционы в 11 исполняются, и бывает между 10 и 11 как бы обратное движение. Причем такое приличное, да, здесь сколько, 3500 условно, 3637. И, соответственно, мне опцион, так как он не дошел до моих целей, да, там лимитка не сработала, мне пришлось его быстро здесь руками закрывать, ну, потому что в 11 экспирация, как бы он сгорит. Ну и плюс, как бы он сейчас вернется сюда, и как бы такой неприятность случилась, да, я там потерял немножко денег, хотя я стараюсь рассчитывать все, чтобы как бы, ну, было безопасно. Ну, такое вот случается. Причем, хотя у меня там точка входа была по этому где-то 3670. То есть я и здесь чуть-чуть не дошло до безубытка, я на ночь оставлял. Думаю, закроется в безубыток, лег спать, с утра просыпаюсь. Думаю, елки-палки, ну я проснулся там чуть пораньше, там где-то было вот здесь. Да, и вот такое вот незадача случилась вчера. Что, конечно, обидно. И фьюч, хоть он и не дошел до цены ликвидации, ликвидировал. Причем там по цене какой-то 3 489. То есть, когда ликвидируют позицию, то есть они не по 3 505 там условно ликвидируют, по цене, которая там написана. У вас, когда вы открываете позицию, там, ну, на некоторых биржах пишут прям цену ликвидации. Ну, это если изолирована маржа. Так, ладно. Ну, к этому вот пришли мы к уровню, да, я здесь шорт брал с утра, как раз как бы его закрыл. Да, вот мы возле этой зоны, да, мы и тремся сейчас. Непонятно, куда пойдем, если вниз, куда мы можем сходить. Если прям вот глобально вниз. Ну что, вот мы поддержку потрогали на 3500. Ага, вот у нас была. Ну, это низ, если там самый большой объем, то он здесь был. Внизу вот у нас 3,385. Это уровни, это старые еще, там какие-то древние нарисованы, поэтому там они не всегда прям более-менее точны. Сколько? 3,380. А там внизу уже, ну что, вот здесь у нас в районе 3000, 3,300. Старая наша поддержка, да, которую, ну, 4-часовик я сейчас мотать не буду. Ну, кто помнит, там, начало года, зиму, то как бы мы там отскакивали от 3000 несколько раз, а потом нас свозили, я уж там не помню. Ну, что-то прям сильно вниз. Я единственное запомнил дату. Это было 2 февраля, если я не ошибаюсь. Потому что я там потерял деньги. Собственно говоря, потом почему возникла идея с опционами, как бы, чтобы вот эти вот потери как-то ликвидировать. Ну, чтобы они не могли возникнуть, когда вот большое движение цены и тебя просто размазывает. Так, ну эфир вообще у нас, конечно, дает в этом месяце хорошо. Да, собственно, здесь, ну вот если дневку смотреть, то здесь, конечно, вообще неприлично. Там низ-то это у нас 3000. А здесь у нас, если на дневку прям смотреть, здесь как бы вообще ничего нет. Ну, если сюда мотнуть. Ну что, мы ее пробили, получается. Да, там условно, даже повыше, наверное, да, там 3800 вот здесь вот где-то был. Вот этот вот объем, которого уже давно нету.
потому что когда шли вниз, всех вынесли. Да, но тем не менее, мы дошли до сюда, здесь сопротивление было, видимо, там от ложки, кто-то там, скорее всего, фиксился, да, кто там как-то высидел все это падение. И возвращаемся за ретестом. Да, это зона, наверное, 3300, 3383. То есть здесь как такового прям четкий уровень здесь не найдешь. Да, где-то вот здесь вот был, да, здесь вот посередине. Ну, где-то вот в эту зону мы идем. А потом, я надеюсь, пойдем на перехай и выше. Главное, чтобы нас вот куда-нибудь на ретест вот это вот не свозили. Три. Сколько там? 2500, 2600. Это будет грустно и печально. Ну и, собственно, почему я обзоры сейчас редко снимаю? Потому что, ну вот я вам глобально как бы говорю, да, куда что, кому это может пригодиться. Это может пригодиться людям, кто как бы набирает спот. Да, где можно докупиться там и так далее. А так эта информация, кто фьючами торгует, ну и что от нее толку, да? Если еще там с какими-то большими плечами, да, у тебя какой-то стоп должен быть, либо опционы, либо еще что-то, как ты себя обезопасишь, ну, либо заходить там условно, да, делить там депозит на, не знаю, 20 частей на изолированной марже, как бы у тебя депозит, как бы, ой, позиция это и есть, как бы твой стоп-лосс, как бы, условно на удачу. Если у тебя там процент таких сделок, там больше там 50-70, да, и соответственно ты оттуда забираешь как бы больше 100%, ну, в положительной сделке. Собственно, как-то так. Лето. Биткоин, честно говоря, меня вымотал вот этими вот своими стояниями там по 300 лет. У меня как бы две проблемы сейчас. Это биткоин, который как бы бывает, что не двигается, да, ну, то есть вы понимаете, если там даже на 20-х плечах ты захочешь, вот это вот торговать, как бы прибыль там не очень большая, а у меня затраты на опционы как бы все равно есть. То есть вот такие вот истории торговать как бы, ну, не очень выгодно. Когда нет волатильности, или вот такие, хотя это, наверное, скорее всего были выходные. Ну, то есть должен быть какой-то там вменяемый ход цены, а когда вот он 10 дней там стоит, что-то там напиливает тысячу или полторы, это, конечно, плохо. Поэтому я перехожу иногда на эфир. Ну, у эфира есть свои нюансы там. Да, то есть биткоин он поспокойней, эфир как бы суетной. Да, пока это же движение было, все же, в том числе и я же, ну, пытались поймать отскок, условно, да, и я там часть этого движения как бы забрал в лонг. Там не было, естественно, никаких проблем, так как мы росли, считай, что безоткатно. А когда я решил ловить как бы отскоки, ну, там, соответственно, началось всякие безубытки. Ну, условно, ничего не зарабатывал, да, меня по опционам закрывало и все. Ну, а потом, соответственно, когда все начало падать, да, вот здесь, что все те же ошибки обычные. Да, я там с утра проснулся, увидел, упали, давай-ка заберем отскок. Уж не помню, сейчас поменьше включу, где это было. Ну вот, что я встал-то на 3,670, да? Вот здесь вот. Да, вот у нас структура, вот центр. Как бы, и вот мы отсюда вполне себе могли прилично отскочить. Я здесь как бы взял лонг.
Ладно, сюда меня свозили, как бы я здесь не ликвидировался, как бы был отскок нормальный, да, здесь, конечно, надо было закрывать руками, но это была ночь, естественно, 6 утра, хай, да, я там до 2 посидел, ну, думаю, вроде идет куда надо, да, если вот так вот сделать, то локальную какую-то трендовую мы пробили, ну, думаю, должно как бы все дойти, но, к сожалению, не дошло. И здесь прям резко движение началось, что там с 7, с полседьмого, да, там буквально там за 2 часа это все слили. А потом такой же резкий отскок, тоже там часа полтора и как бы и привет. Так, ну куда-то вот вниз мы пока движемся. Здесь, естественно, кто-то там набирает. Ну, я где-то так группы же смотрю иногда по трейдингу, да, кто-то там от 115 говорит в лонг. Заходить, сейчас пойдем на перехай. Может и пойдем, но как-то все это в пятницу такое себе. Почему? Могут нас, конечно, обмануть, но мы вот здесь вот простояли 13, 10 дней, 12. Да, вот здесь вот копили, набирали, ради чего? Ради движения там на 2-3 тысячи. Я думаю, что нет. Я думаю, что теперь будут забавляться с покупателями. Посмотрим. Вот сегодня было бы неплохо, если бы мы бы дошли сюда и резко вернулись обратно. Это было бы идеальный вариант. Ну, либо в воскресенье. Потому что сейчас пока не очень понятно, и лучше я подожду. Вверх у нас, кстати, вверх. Вверх. У меня пока на там 130. Ну, сюда вот обязательно пойдем, потому что так вот не бывает. Во-первых, надо как бы, ну, в ретест как минимум, даже если как бы набираем шорты. Да, если не шорты, тем более Америка как бы здесь вообще не была. То, как бы, я думаю, что 130 как бы будет. Когда-то я там рисовал картинку, чашка с ручкой. Вот там, по-моему, как раз было 123. Если недельку открыть. Так, что-то даже на недельке-то не вижу. Ну вот. Вот она была. Да, если там взять. Приблизительно посмотреть. Ну, что-то 129, если как бы к выходу, да, вот сюда вот сделать, то 124. Понятно, что там какая-то погрешность будет, но как бы цели все здесь выполнены. Кто на споте как бы берет, тем хорошо. Очень даже. Так, ладно, все, заканчиваем с болтологией. Всем удачи, хороших выходных и до новых встреч.